Oğuz kardeş istiyor. Duydun değil mi? Baran. Dila. Nereye bakıyorsun oğlum sen? Çirkin adamın gittiği yere bakalım. Hangi çirkin adam? Resimdeki çirkin adam. Sevgisizlik insana her türlü kötülüğü yaptırır çünkü. Bu konakta sır istemiyor. Adnan nerede? Ne sır saklıyorsanız elbet bulacağım. Çok da güzel şeyler varmış. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Станут ли Дилан и Баран братьями и сестрами Мирана? Действительно ли Дилан беременна? Начнут ли Дилан и Бэрон снова ссориться, говоря, как сильно они любят друг друга? Узнает ли Бэрон, на кого смотрит Миран? Покажет ли Миран фотографию Исмета, которого он называет уродливым человеком, своему отцу Барану? Дилан начинает бояться отсутствия любви Тарика. Каков будет ответ Тарика Барана на фразу «Я не хочу секрета»? Какой ответ получит Баран, когда Хаджер спросит о местонахождении внезапно исчезнувшего Аднана? Даст ли Берфин Барану ответ на интересующий его вопрос? Расскажет ли Берфин все Акифу? Смогут ли Исмет и человек, которого он привел с собой, проникнуть в особняк и похитить Мирана благодаря дамам Хаджер, замаскированным под ремонтника? Что будут делать Бэрон и Дилан, когда они нигде не смогут найти Мирана? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Дилан и Бэрон стали братьями и сестрами Мирана и узнали через камеры, что Мирана похитили после того, как его затолкали в машину механика, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Миран будет расстроен реакцией, которую он получит, когда захочет относиться к ребенку Джейды как к брату и сестре, и скажет родителям, что ему тоже нужен собственный брат или сестра. Когда Бэрон поговорит с Диланом, чтобы немедленно реализовать это, Дилан будет немного смущен и застенчив. Но на самом деле они оба хотели иметь много детей. Если Дилан сможет избавиться от своих страхов, он, возможно, захочет воплотить это намерение в жизнь. Во время этого процесса Бэрон будет говорить ему об этом и пытаться убедить его. Но Дилан, возможно, уже беременна. Потому что ее приключение с едой на ночь произошло, когда она была беременна Мираном. В это время, как и в этом эпизоде, он просыпался ночью и ел что-нибудь, и у него был сильный аппетит. Посмотрим, появится ли оно в следующих главах. В этом эпизоде они увидели, что у них родилась дочь, похожая на Дилана, пусть даже и воображаемая. Когда Дилан говорит Барану, как сильно она любит его и скучает по нему, даже когда он с ней, Баран приходит в отчаяние и говорит: «Потому что я Баран Коробей». Дилан расстраивается и говорит: «Я Дилан Коробей», и у них возникает небольшой разговор. Конфликт. К счастью, они оба закрывают проблему, не затягивая ее и не превращая в инцидент. Когда Баран расстраивается из-за того, что оставил Мирана внизу, и идет к нему, Исмет убегает, не оглядываясь. В этот момент Исмет позвал к себе Мирана и планировал его похитить, но когда приезжает Баран, все идет не так, и он убегает. Когда Бэрон задается вопросом, на что смотрит Миран, и спрашивает, Миран объясняет, что он смотрит на уродливого дядюшку. Когда Бэрон спросит, кто этот уродливый дядя, Миран объяснит уродливую цель на картинке. Тогда он вспомнит время, которое нарисовал на обратной стороне принадлежавшей ему бумаги, и расскажет об этом Бэрону. Бэрон просит показать ему это, когда мы вернемся в особняк. Когда они вернутся в особняк, Миран найдет бумагу с информацией Исмета и покажет ее Барану. Таким образом, Баран узнает, что Исмета выпустили из тюрьмы, и поручит Акифу отправиться за ним. Когда Дилан убедится, что между Гэжой Хаджер и Джейдой нет любви, она начнет опасаться, что они могут творить всякое зло. И хотя он пытается держаться от них подальше, он постарается заставить Мирана тоже держаться от них подальше. Потому что он расскажет о последнем инциденте между Мираном и Джейдой и расскажет все Дилану и Барану. Дилан и Бэрон поймут, что скрывают свое истинное лицо и живут только во зло. Когда Баран придет к ним и скажет, что не хочет никаких секретов в этом особняке, госпожа Хаджер скажет, что в Тарике нет секретов, и они постараются избежать этой проблемы.
Когда Баран спрашивает, где Аднан, Тарик замирает, а когда вопрос приходит из неожиданного места, госпожа Хаджер немедленно вступает в разговор и защищает то, чего она не знает, чтобы дьявол мог видеть его лицо. На вопрос, почему вдруг пропал Баран, знаете ли вы, где он, Берфин услышит их разговор. В этот момент он не захочет ничего говорить, потому что, чтобы он не сказал, госпожа Хаджер и Тарик будут ему мешать, поэтому он попытается поговорить с Бараном наедине. Однажды, пока он у себя в кабинете, он сможет подойти к нему и рассказать, что произошло. Но он говорит, что мы должны это скрыть на случай, если в результате мне придется попасть в тюрьму. В то же время он может рассказать Барану, что они хотели, чтобы он держался подальше от Акифа, иначе этот инцидент станет известен. Однако он обязательно попросит Барана не говорить Акифу, что это должно остаться между ними. Он ничего не скажет Акифу, потому что если он расскажет, то подумает, что дела будут еще хуже и его семье, и он очень расстроится, поэтому промолчит. Когда Исмет не может похитить Мирана с фасада компании, дамы Хаджер позвонят Исмету под предлогом механика, чтобы он мог похитить Мирана из особняка. Когда Исмет приходит в особняк, он пытается подобраться к Мирану, играющему в саду, но Миран может понять, что это тот же человек, испугаться и убежать. Исмету придется покинуть особняк незамеченным, и эти попытки будут иметь отрицательные результаты. Когда Миран от страха прячется в углу особняка, Дилан и Берон будут бояться того места, где он исчез. Когда Миран услышит голосы своих родителей, он выйдет вперед и скажет им, что здесь был тот уродливый человек. На этот раз Берон усилит меры предосторожности и постарается принять все меры предосторожности, чтобы защитить свою семью. Он также поговорит с Диланом и попросит его не оставлять Мирана одного и никуда не ходить одному. Основываясь на объяснениях Мирана, Баран и Акиф проверят камеры особняка и зададутся вопросом, кто такой Исмет и почему он позвонил. Баран почувствует, что в этом есть проблема, и попытается поймать Исмета. Как вы думаете, сможет ли Баран поймать Исмета? Или сможет ли Исмет похитить Мирана? Поймут ли Хаджер Ханем и Тарик, что им не победить Барана, и согласятся ли уйти? Раскроет ли Берфин все? Станут ли Дилан и Берон братьями и сестрами для Мирана? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.